В этом романе действие происходит в 1980 году, как раз во время Олимпиады 80. Действие в маленьком пионерском лагере на берегу реки Волги, вдалеке от Москвы. Это обычный советский пионерский лагерь с обычными детьми, но один из героев понимает, что, оказывается, в этом лагере свили гнездо вампиры. И эти вампиры маскируются, выдавая себя за людей, за таких вот идеальных пионеров, то есть за тех, кто абсолютно соответствует тем моральным требованиям, которые Советский Союз предъявлял к своим людям. Разумеется, эти моральные требования никто никогда не выполнял. А вот вампиры выполняют, это их форма сокрытия самих себя, мимикрирования под обычных людей. И мои герои начинают борьбу с вампиром, ну и в конце концов одерживают победу, хотя и не окончательную в этой борьбе. Этот роман описывает о том, как были устроены советские пионерские лагеря. А пионерская организация — это нечто вроде скаутской организации. Пионеры — это те же скауты, только коммунистические скауты, скажем так. И для тех, кому лет 50, это такая приятная ностальгия о советском прошлом, которое воспринимается всегда с теплотой, как обычно человек воспринимает свое детство. Но дело совершенно не в этом. Дело не в ностальгии и не в Советском Союзе и не в коммунистической идеологии. Этот роман я написал по теории миметики Ричарда Докинза. Докинз сформулировал свою идею исторического процесса, и я решил написать роман, который являлся бы иллюстрацией к теории Докинза. И по теории Докинза, во-первых, Советский Союз, разумеется, должен был рухнуть, а во-вторых, согласно миметике Докинза, любая идея, когда она становится тоталитарной, она начинает нести зло. Поэтому христианство превращается в инквизицию, ислам превращается в джихад, коммунизм превращается в террор. И любая идеология, она не должна быть тоталитарной. Если она стала тоталитарной, она несет зло. И вот в этом самом пионерском лагере, как только идеология стала тоталитарной, в ней сразу же появились вампиры. Они сразу нашли место, где они могут найти себе убежище, где они могут существовать среди людей и добиваться своих целей. То есть это не антисоветский роман, хотя он выглядит как антисоветский. Это роман в первую очередь посвящен теории Докинза. Вампиры боятся солнечного света, но мои вампиры нашли способ существовать при солнечном свете. Они пользуются советскими оберегами, то есть красный галстук советского вампира оберегает их от солнечного света. Серп и молот — это их форма защиты от солнечного света. И я постоянно привожу примеры из советской идеологии и культуры, подчеркивающие вампирский характер советской культуры. Например, красное знамя, знамя цвета крови, но это знамя для вампиров. Мои герои борются не с советским, они просто понимают, что советское поддерживает вампирское. Они борются, например, с коллективизмом. Вся система жизни в лагере загоняет их в коллектив. Они не хотят быть в коллективе, они хотят быть индивидуальностями, не подчиняться общим правилам. И вот в этом смысле они выбиваются из общего ряда, и советская система начинает их подгибать под себя. Вампиры говорят, что крест, которого они боятся, это символ Христа, орудие убийства Христа. Поэтому крест стал символом христианства. А символом вампиризма становится серп и молот, потому что это орудие убийства вампира. Серп — это фаза Луны, в которую можно убить вампира, а молот — это молоток, которым заколачивают осиновый кол вампира. Вот так вот я обыгрываю и советское, и вампирское. Больше можно уподобить, знаете, сериалу «Очень странные дела» или, например, роману Дэна Симмонса «Лето ночи».